Привет, ребятки! Сейчас мы кое-что узнаем об отцах отцов сиапл-панка Blink-182. Том, Марк, Трэвис, Скотт. Советский Союз распался, в Барселоне идут Олимпийские игры, Билл Клинтон стал президентом, а раздолбая Томми исключает из школы за очередную пьянку. И после перевода в другую он знакомится с Марком. В день первого знакомства парни обкатывали местную парковочную зону на скейтах. И тут Марк прыгает с фонарного столба. И все это лишь для того, чтобы произвести впечатление на Тома. И именно тогда они понимают, что сам Бог свел их беззаботные души и собирают рок-группу под названием Duct Tape, которая вскоре меняют на Blink. Место барабанщика занимает 14-летний Скотт Рейнер. Стартовали ребята безуспешно. Никто нахрен не приходил на их выступления. Кассеты не продавались, а из бара выгоняли. В общем, не в розовой воде парни купались. Обычные подростки ни говна, ни ложки. Только пиво, которое Том, как обычно, воровал. И гараж Скотта, в котором они записывались на старый магнитофон. Спустя некоторое время они записывают демо-кассету «Будда» количеством 1000 копий. Выходит их первый альбом «Чеширский кот», в котором было много синглов с их демо-кассеты «Будда». Все шло отлично, но тут их поджидала очередная задница. Ребятам угрожает судебным иском ирландская электронная группа с тем же названием. И Блинки, чтобы не париться, просто добавляют к своему названию 3 цифры. 1, 8, 2. Существует уйма вариантов того, что значат эти цифры. Но так как никаких подтвержденных фактов нет, то остановимся на варианте, что они ничего не значат. Чуваки переезжают в солнечную Калифорнию и записывают альбом Dude Ranch, который имеет большую популярность. Но несмотря на это, группу покидает Скотт. То ли из-за учебы, то ли из-за того, что забухал. Так или иначе, его место занимает Трэвис Баркер. Пластинка Enema of the State делает настоящий прорыв и просто бронирует Блинкам место в аллее славы поп-панка. Их начинают крутить по музыкальным каналам, в частности по MTV. Выходит несколько клипов, в одном из которых парни блещут не только своим талантом, но и своим достоинством. Ребята продолжают купаться в славе, выпустив Take Off Your Pants and Jacket, повторив успех прошлого альбома и играя в том же ключе. И это пока их последний альбом, несущий столько позитива и беззаботности. Том собирает достаточное количество нового материала и создает сайт-проект Boxcar Racer, взяв туда Трэвиса и пару друзей Дэвида Кеннеди и Энтони Челестина. Также в записи альбома принимают участие несколько именитых парней: Тим Армстронг, Джордан Пандик, а также Марк Хопус. Но эта идея вызвала разногласия в Блинках, так как Марк почувствовал себя отчужденным. Сразу же после этого Трэвиса берут во второй сайт-проект Transplants, где также участвует Тим Армстронг. Вся
эта мелодрама повлияла на отношения в команде и на их звучание. Выходит 5-я по счету пластинка, название которой они не дали. Треки этого безымянного альбома стали гораздо взрослее и серьезнее, нежели раньше. Музыка обернулась в альтернативную оболочку, стала более спокойной и минорной. This sick, strange darkness comes creeping on, so haunting every time. And as I stared, I counted the webs from all the spiders, catching things and eating their insides. В последующее время Blink-182 колесит по городам и участвует в разных успешных турах, что держит их на волне популярности. Мелодрама продолжается. Том сообщает Марку и Трэвису, что ему нужно время на семью, и берет отпуск на полгода. Группа решает записать Greatest Hits, но Том отказывается записывать его в Лос-Анджелесе, и Трэвис каждый день приезжает к нему в Сан-Диего. Парням начинает не нравиться то, что один человек манипулирует группой, в результате чего происходит скандал. На следующий день Марк узнает от менеджера Тома, что Том больше не является участником группы Blink-182. На звонки Том не отвечал, сменил номер. Таким образом, он покинул группу, даже не сказав об этом лично ребятам. Замену ему брать не хотели, потому что никто другой не смог бы занять почетное место гитариста Blink-182. И поэтому из осколков группы создаются два проекта: Angels and Airwaves, лидер которой являлся Том. И Plus 44, которую основали Марк и Трэвис. Том все больше уходит в альтернативное звучание, создавая свой стиль. И в 2006 году у них выходит альбом We Don't Need to Whisper. Также он утверждал, что его новый проект — лучшая музыка, сделанная за последние десятилетия, намного более мощная, эмоциональная и мелодичная, чем Boxcar Racer и Blink-182 вместе взятые. В то же время Марк и Трэвис продолжают играть поп-панк, хотя все же чуть более взрослые, чем раньше. Их детище также имеет успех, и в том же 2006 году они выпускают пластинку When Your Heart Stops Beating. На церемонии Грэмми группа Blink-182 впервые за 5 лет появляется на сцене в полном составе и оптимистично заявляет, что продолжает свою историю. Isn't it great to see the Jonas Brothers and Stevie Wonder back together again? We used to play music together, and we decided we're going to play music together again. Blink-182 is back! Thank you. После этого группа вновь колесит по турам и обещает выпустить альбом, который уже 2 раза переносится вплоть до наших дней. Поэтому мы до сих пор продолжаем его ждать, заслушивая до дыр старые добрые хиты. Победителем нашего последнего конкурса, приуроченного к 1 апреля, стал Руслан. Поздравляю его, он стал обладателем альбома «Вечер» от Игоря Калюхи. Ну а пока Руслан наслаждается шансончиком, вот вам новое задание. Аудиокассета какой группы была использована в начале сегодняшнего выпуска? Сразу дам вам подсказку. Изначально там было 4 человека, а потом осталось только 3. Условия те же, ответившие наиболее быстро и правильно получат приз. Ответы вы можете писать в комментариях к видео, вот здесь. Подписывайтесь, вступайте в группу, комментируйте и не забывайте слушать хорошую музыку. Пока!